Всем привет! С вами я, как всегда, Иреника, и сегодня я вместе с вами буду готовить антисептик для рук. Сейчас, думаю, только слепо-глухонемой не в курсе про COVID-19. И в связи с этим антисептик пропал с полок. А если и где-то есть, то его цена стоит где-то рублей по 500, примерно вот за такой флакончик. Это 50 миллилитров. Слишком дорого, не правда ли? Помню, я купила целую пачку вот таких маленьких антисептиков примерно за 30 рублей штучка. Купила я их прям вот целую коробку. Помню, еще когда покупала, была такая мысль: зачем тебе это? Ты же ими все равно очень редко пользуешься. Зачем? А потом мой внутренний шопоголик: купи, 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 купи. И вот до сих пор я ими пользуюсь. А сейчас они подходят к концу, купить проблема, поэтому погнали готовить. Но покуда у нас в продаже есть медицинский спирт и крепкий алкоголь, мы будем делать его сами. А вот если вдруг с полок пропадут эти самые ингредиенты, вот тогда по рецептам наших бабушек и дедушек я покажу вам, как варить самогон и делать из него антисептик для рук. Будем готовить антисептик из абсент 70 градусов, глицерин, перекись водорода и дистиллированная вода. Но сначала давайте замерим, действительно ли в нашем абсенте 70 градусов. У меня тут спиртометр. Сейчас будем смотреть, не обманывают ли нас алкопроизводители. Как мы можем наблюдать, здесь далеко не 70 градусов. — 63 градуса. В инструкции к спиртометру указано, что шкала отградуирована при температуре 20 градусов, плюс-минус 2 градуса. И что при другой температуре погрешность будет превышать нормальное значение. Нормальное значение у нас не более 1 градуса. Давайте замерим температуру. Если что, термометр я продезинфицировала, прежде чем окунать в алкоголь. — 23,3. Давайте попробуем замерить прямо из бутылки. Но сначала окунем в термометр. 21,9. То есть в рамках допустимых значений у нас температура. Окунаем. И все так же 63 градуса. Обманули на 7 градусов. Как это руки-то протирать теперь как? А пахнет, кстати, вкусно. Я думаю, мне столько хватит. Надо было лимончик взять. Значит, мы имеем алкоголь крепостью 63%. Следовательно, чтобы не потерять в итоговом растворе крепость ниже 60, нам нужно добавить глицерина 6,5 мл,
дистиллированной воды 9 мл и 17 мл перекиси. В итоге мы получим раствор крепостью 61%. Глицерин нам нужен, чтобы наши руки не превратились в наждачную бумагу. Итак, возьмем кастрюльку. Открываем глицерин. Берем шприц. Набираем 6,5 мл. Возможно, сейчас что-то случилось с камерой и не записалось, как я добавила глицерин и дистиллированную воду. Но вот как я добавлю перекись, уже точно будет. Так, нам надо 17 мл перекиси. Но думаю, тут точно есть 17. Сейчас я шприцом. Главное, шприцом не лазить в дистиллированную воду, потому что мы уже были в глицерине и измажем всю воду. А вся вода у нас станет жирной и уже далеко не дистиллированной. И теперь размешаем. Так, а теперь начнем разливать по тарам наш раствор. Вы можете налить этот раствор в любую удобную для вас тару. Можете налить в пустые флакончики из-под дезинфектора, в косметические флакончики, да хоть в бутылку минералки. Только не пить. Я буду наливать в косметические флакончики. Для этого мне потребуется воронка. Ну что, продезинфицируем мне руки. Так, но одного флакончика ведь мало. Мне же надо не только себе, но еще маме с папой. Тут я вспомнила, у меня ведь старый тональник, а он, смотрите, какой удобный. Пух-пух. Вот баночка искупалась в ультразвуковой ванне, не совсем идеально отмылась, но в процессе отмоется. Все-таки это тональник, а не какашки, поэтому ничего страшного в этом я не вижу. Так, собираем конструкцию обратно. Вот, брызгает. Видимо, там еще водичка осталась. Кухня тоже будет красивая, не только я. Берем вороночку. Не совсем заходит, ну ладно, я буду аккуратненько. И мое варенье. Оп. Ни капли мимо. Оп. Оп. Кстати, как думаете, что более вероятно? Заразиться коронавирусом или получить ОКР? И мыть руки и после эпидемии раз по 40 на дню. По любому поводу. По любому поводу. Я вот уже начинаю ощущать желание мыть руки, когда дотрагиваюсь до каких-то нетипичных мне предметов. Итак, у меня уже 2 пузырька с санайзером. Продолжаем. Еще есть вот такие косметические пузырьки. Они, кстати, продаются в косметических магазинах и стоят что-то около 100-150 рублей. Весьма. Нет, конечно, можно заказать с Алиэкспресса по 15-20, но когда оно до вас дойдет, возможно, это будет уже не актуально. Поэтому покупаем, что есть. Спасибо, что посмотрели мой ролик. Если вам понравилось, ставьте лайк, оставляйте комментарий и подписывайтесь на мой канал. А если вы хотите, чтобы я в следующий раз сварила самогон и сделала из него антисептик, то пишите об этом в комментарии. Не болейте и до новых встреч. Пока-пока.